Ну что, зрители, приветствую. Сегодня у нас на обзоре Lada Granta не спорт. Огромную благодарность мы скажем владельцу автомобиля за предоставленный автомобиль. Ну что, а на этом мы погнали По внешке мы можем оценить, что это автомобиль, конечно, у нас обычная Lada Granta, но был сделан полный внешний фейслифт, грубо говоря, на Grantu Sport. Внешние бампера спортовские стоят у нас, решетка также спортовская, перекрашенная, сделанная. И так, пороги у нас стоят тоже, заглушки SE, вместо обычных поворотников зеркала грантовские, но добавлен еще поворотник боковой. То есть, если сразу скажу, что эта Гранта была комплектация норма, то есть это обычные стеклоподъемники, 1.6 мотор грантовский с облегченной поршневой, и, да, в принципе, все. Больше ничего в этот автомобиль больше не закинули. Внешне еще у нас, смотрите, по переду стоят туманки тоже, туманки обычные, и внутри поставлен ксенон. Вспышечки, ФСОшки, 126 ватт, и, да и ничего, шильдики Гранты, и все. То есть, грубо говоря, обычная Гранта Спорт, вы ее ничем не отличите. Но самое главное скрывается, конечно же, за мотор. Когда ты будешь гонять, уже Гранта Спорт вас накажет. Диски стоят 16, это стиль, если так просто в народе говорят, AMG-шный, покрашенные суппорта в желтый цвет. И сделано по доработке, это, как мы видим внешне, это подвеска минус 70, ну, так называемый полукит, круг. Она жестковатая, как обычно все это делают. Стоит это все на обычных стойках заводских, жесткости добавляется. Ну, мы на дороге это еще проверим и отдельно затронем эту тему. По задней части автомобиля у нас стоит спойлер Гранта спортовский и также бампер. Еще немаловажно, вот этот значок, ребят, он стоит рубля 2. Представляете, вот чтобы поменять этот маленький значок и сделать, чтобы у вас был грантовский спорт-стиль, нужно отдать 2 косаря. Охренеть. Также шильдик Гранта Спорт. И да, и все. Ну, это насадка уже от трассы. Это мы тоже до работы коснемся в плане техники. Так, внешне, я думаю, вот это занижение минус 70 на автомобиле очень прекрасно смотрится. Если вы будете делать на родные стойки, все прекрасно встанет. И если вы будете ездить аккуратно, это вам не доставит никаких хлопот. Отметим еще не прикольную фишечку, что автомобилю неплохо добавляет вид тонировка. То есть жопа это пятак, а спереди это пятнашка полусфера. Тоже сделана хорошая пленка, все не китайка, не какая-то, а это американка хорошая. Прозрачность, видимость вообще прекрасная в ночное время. Но, как мы видим, понизу, если посмотреть, то это добавляет нам света в ночное время, когда если мы едем в какой-нибудь загородной трассе. Так что давай сейчас присядем в салон и оценим вообще салонную эргономику и какие-то доработки по салону, которые у нас есть. А по салону у нас, конечно же, все как обычно, это всем привычная эргономика Гранты, но есть вот такие типа нюансы, как ручка вестовская стоит здесь. Парень заморочился и сделал себе самую простую в стиле ТСГУшник. Тоже ему показываем, как он работает. Типа девочек пугать, зазывать, подзывать там. Ну и напрягать вообще народ, когда день стоишь на тусовочке. Так, ну, музыка обычная. Вот, смотрите, эти кольца покрашенные. Заводские кольца, они вообще черного цвета. И чтобы сделать стиль люксовый, их берут парни, просто перекрашивают серебристый цвет. И вот получается вот такой неинтересный дизайн, то что они хоть как-то выделяются. Кнопочка туманочек стоит. И, конечно же, куда? Правильно, смотрите сюда. Это автозвук. Для нормального, конечно, человека это выглядит типа что-то ненародное, а для молодого парня это очень круто. По автозвуку у нас, смотрите, стоит дальше. Первый это МИД, Урал Патриот 20. Справа это Pride Solo. И, конечно же, рупор Dynamic стоит. Все это качает у нас Pride Quattro.
кватро обычный. Все запитано канально, и в каждый динамик летит в районе 80-90 Вт. Играет это все изумительно. Если ты двери открываешь, ты можешь на парковочке собрать, пусть небольшой народ, но маленький. Своей тусовочкой можно потусоваться и покайфовать. Также, в принципе, машина как раз таки привлекает своим вниманием, то есть народ всегда будет обращать на нее внимание. Также по внешке стояли еще наши любимые глазки. Если кто, парни, не знает, что такое глазки, сейчас я прикреплю фоточку вот здесь вот, как это выглядело. Блин, было вообще. Все молодые дети, все взрослые даже обращали внимание, потому что для них это что-то новое. Давайте сейчас глянем, что у нас сзади. Я думаю, ничем не отличается это. Ну, просто посмотреть, чтобы показать вам, чтобы это был полноценный обзор. Давай взглянем, что же там сзади скрывается в этом автомобиле. Сколько же места же. Можно ли со своей любимой девушкой там просто хорошо посидеть? Сажусь сам за собой. Место, ну, притык. Но я 1,80 м, и мне этого хватает полностью, чтобы сесть нормально. Помните, мы снимали Grand TFL? Ручки есть, подголовники есть, комплектация норма. Еще, смотрите, сзади, вот это вот тоже бонусом в норме. Динамиков нету. Здесь стоят какие-то там маленькие, 10-е или 12-е динамики. И стоит эта сеточка. Вот это тоже бонус, типа тюнинга является, сетка. Еще, ребят, я вас удивлю, но в Grand TFL, который мы снимали, вот этот вот ограничитель, который дверь открывает, он металлический, он шумный. Здесь стоит пластиковый. Вот казалось бы, что? Пластик дороже или металл дороже? Непонятно ничего. Также здесь вот гофра стоит, чтобы можно было провести провод для центрального замка тоже. В Grand TFL этого не было. Место есть, все нормально, ребят. Это самое главное. Ну и посадочка. Посадочка, ребят. Ну что, взглянем, что же у нас под капотом скрывается, а? Я думаю, здесь форсов, валов нет. Я думаю, здесь все по стоку. Оценка. Дверка хорошо закрывается. Надо бы сказать. Вот, кстати, забыл сказать, ребят. Та-та-та-та. Вибра, чтобы дверка хорошо закрывалась. Вот, сзади шум-бряк, а спереди просто слой вибры на заднюю сторону сделан. Дверка хорошо закрывается. Я думаю, автозвук тоже на этом фильме. Оценим автозвук. Бля, где язычок? Вот. Так, газового упора нет? Нету. Есть обычная палка. Здесь, бля, здесь, парни, так и чисто. Серьезно, здесь чисто. И тут везде все отмыли. Блин, респект. Респект владельцам, которые моют под капот хотя бы 2 раза в год. Так, я вижу провода на автозвук у нас обычные стоят. И все, наверное. А, нет. Там трасса. 421. Стингер. Полная причем трасса. Не какие-то там обманки, вставки и тому подобное. Полноценная трасса стингеровская. Сейчас мы тоже запустим ее и посмотрим. Ну давай, что там сзади у меня? Так же не должно быть. Такого не должно быть. Он взял и обрезал. Слышишь? Он взял и обрезал конец. Она, по-моему, должна быть под конец загнутая. А он взял, парень, и просто обрезал. И сделал насадку. Не знаю, что, наверное, какой-нибудь трубы трактора, блядь, потому что мы в сельской местности. Здравствуйте. Все, давай оценим давай оценим выхлоп. Как она звучит. Давай, оператор, ты, короче, подходи вот сюда. Я сейчас запущу ее и послушаем. Не, ну не шумно, это объективно, правильно? Хорошо звучит. Так, давай.
Не, ну, кстати, выглядит по жопе. Это как Drive Active или Active Drive, ребят. Ну, это вот сами вы разберетесь. А так она выглядит гармонично. Я думаю, двойной выхлоп, и все, можно ездить и кошмарить немного. Отстрелы там прописать в отсечку, либо лань зашить. Ладненько, давай прыгаем в салон, теперь оценим, как она вообще на ходовочке. Ну и ставим какое-нибудь хорошее место, и зря здесь автозвук стоит. Все. Замёк. Ну что, сейчас заценим фронт, чуть смеркалось уже, как раз таки видна вся красота. Так, одна дверь открыта, давай вторую дверь откроем, чтобы полностью насытиться вообще всей красотой. Сейчас трек, надеюсь, YouTube не забанит это дело. Я знал, что он его включит. В поцелуй падали. Скажи, нам это надо ли? Если ты на утро уже будешь другим, с ночи без я тебя разговлю. Так, ну что, выключаем музыку и начинаем движение. Сейчас уже чуть смеркалось, у нас темновато, так что, ребята, извиняюсь за то, что темновато и ничего толком не видно. Ну, такие обстоятельства, быстро смеркается. Даем назад, как бы, сразу же говорю, что, типа, вот, кстати, еще отметил, на руле стоит обшивочка, такая заказанная, как я так понял, с Алиэкспресса. Тоже прикольненько, конечно, не Гранта Спорт руль, который там кожаный, с пальцами такими плотненькими, но тоже руль уже становится намного толще, и в обхвате куда приятнее, и зимой, когда холодно будет ездить, лучше держать, чем обычный. Обычное движение, как бы коробочка Гранта, особо отличиться здесь нечем от обычных. Так, у нас что, свет? Кстати, ребят, вот самый главный оберег. Вот это вот спасает все лбы и тому подобное. Глазки тоже проезжали мимо ментов. Никто ничего не докопался, все хорошо. Так что, кому нужно, Симоленд, 20 рублей покупаем и счастливо ездим. Так, пока двигаемся по деревне немножко, тут кочки, канавы, так что извиняюсь, камера будет немного прыгать, скакать. Да и я буду тоже тут по салону гулять. Мага пиздец по салону, конечно, гуляет, но будем двигаться. Подогрева нет, заглушки стоят. Как бы, кто захочет доукомплектовать, Грант это как, жесткий конструктор, можно тут все, что хочешь, все наставить. Вот и с ГУшечкой можно там, конечно, покошмарить, но мы потом еще вставочку сделаем, как с ней, чтобы, номера снимем, чтобы все было в законе. Пока мелкие кольчики она отрабатывает жестковатенько относительно, потому что все-таки 16-е диски дают стоит знать, как бы профилек низковатый, все сразу дается, и подвеска у нас жестковатая. Сейчас канавки у нас подкидывают немного. По обзорности это обычная Гранта, все круто, инженеры здесь хапнули далеко, уровень подняли, в сравнении с бывшим Самарами и Жигулями. Ну, про Приору я молчу, там вообще машина, которая скоро у нас будет на обзоре, я там прям слегка ее просто прохвалю, скажу, что это по пиздец. Все, вот въезжаем на дорогу еще. Сейчас выдвигаемся, немножко дадим, прохватим. Чек горит, чек не надо, не бойтесь. Это все из-за нашего выхлопа, потому что не прошит автомобиль. Все, нажимаю. Вот сразу говорю, что после того, как я поездил на Grand TFL, здесь чувствуется низа. Вот она сразу снизу поднимает хорошо, и вверх тоже появился. Звук это наводки, сейчас они пропадут. Хоп, пропали наводки. Это все потому, что дешевенькие провода у нас стоят, покупные. И тюльпанчики, которые тоже замысловатые, которые везде наводки ловят и тому подобное. И мафон. Тоже, кто хочет автозвуки развлечься, сразу скажу, что мафон нужно тоже хороший выкупать, потому что там у них есть так называемый вольтаж на линейках. Чем больше вольтаж, тем лучше, тем меньше шанс наводок попадается. По свету у нас стоит ближний свет, сейчас включим, переключаемся, но это не особо видно. Дальний моргаем, сразу видно, что ВСОшки быстрее разгораются, чем обычный галоген здесь заводской.
Так, 4-я передача, легко 82,5 тысячи оборотов по расходу. Кстати, без прошивочки у нас повышенный 9 литров средний. Так что я думаю, в ближайшее время владелец сделает прошивочку, мы это все тоже заснимем и заедем с FL уже, чтобы прям полностью поставить две тачки, которые уже одна полностью в чип выхлоп, а вторая полностью стандарт. Свет яркий, я думаю, если сейчас свет выключу, вообще ничего не видно будет. Верно? Да, поэтому мы снова включаем свет, чтобы хоть как-то меня было видно и слышно. По звуку выхлопа не громко, но слышно, что он есть. Шумки нету сзади, только вот на передних она на дверях стоит. И все. Вот реально ощущения просто классные. Я вот недавно катался на 4-ке полторашная. Чувствуется, что здесь мотор просто в разы быстрее подхват имеет. И нажимаешь, и автомобиль резко ускоряется. Но реакция все-таки по сравнению с тросиковой педалькой в разы ниже. То есть здесь нажал, она подумала и потом поехала. Но зато как поехала. Едем в соседнее село на дискотеку. Так, снова включаем ближний. Следующий добавилось, вот дальний у нас. Как раз ценим это все дело. Как она моргает. Сосочки, все четенько, все зашибись. Ай. Ладно, это вырежем. По подвеске еще скажу. Как я говорил, то, что здесь стоит минус 70 все. Но сейчас попробую лево-право сделать. Оператор, держись. По подвеске, ребят, вот как раз таки сейчас у нас почти 90-градусный поворот. Сейчас попробуем, вот 80 км в час. Заворачиваю. Вообще прекрасно держит. Вот прям уверенность. По сравнению с стандартной подвеской, все наверняка должны знать про Гранту. Она, как только ветер дует сразу по дороге, ты моментально сразу теряешь контроль, начинаешь ее ловить. На обгон выходишь, ей заднюю часть закидывает, потому что задняя часть длиннее, чем та же самая 4-ка. Также, когда у нас, допустим, какие-то лежаки проезжаешь, конечно, заводская подвеска там мягенько все отработала и прошла, а здесь все жестко, здесь нужно аккуратненько все ездить, смотреть за дорогой, тем более, когда колеса большие поставил, нужна, внимательность просто в раза в 3 выше, чтобы, не дай бог, где-то что-то не зацепиться, где-то на баребрик нельзя заскакивать, чтобы колеса повредить. Подвеска жестковата, да, но от жестковатости, естественно, у тебя и приход от того, что автомобиль рулится вправо-лево, ты прям чувствуешь, что она вот прям собирается вся, едет, ты прям куда направил ее, она там пошла. На обгон сразу чувствуешь, что ты увереннее, выходишь в скорость, чем выше поднимаешь, нет этого чувства парусности, что автомобиль начинает сдувать, ты едешь, она вгрызается хорошо в асфальт, и прям респект в плане того, что подвеска вот такая именно должна быть, только чуть поэнергоемкий. Ну и эргоемкость ты можешь, конечно, добавить, поставить другие пружины уже и стойки комплектом сразу, чтобы это было все. Ну а любителям пневмы отдельный респект, вам респектуем, парни красавцы, там отдельные вопросы. Так что мы тоже, надеюсь, дойдем до этих автомобилей и скажем пару слов о вообще пневме, о ее вообще эксплуатации, особенно в зимнее время, потому что некоторые вообще офигевают о том, как это все происходит. Так, сейчас развернемся. Давайте немножко подзамеримся, немножко с горки. Сзади никого. Так, тоже условно, вот что мы имеем, говорю, можем сравнить. Ребят, кстати, можете сравнить, как она будет вообще по сравнению с обычной Грантой FL-овской, которую мы замеряли тоже вот условно. То есть вот, даже раз. Бля, оператор у нас, конечно, от бога. Нажимаю все в пол, и 5000 переключаюсь. Вот она набирает, вот уже 100. И чувствуется, что дальше автомобиль еще крутится. Вот FL, когда мы ехали, вот после 4,5 ему уже конкретно не хватало. Потому что там все-таки прошивочка стоковая и Евро 5. Евро 5 дико задушен, ребят. Мы так, на скидку, тоже пробовали с ребятами свои движения. После 120 FL становится медленнее, он как какой-то затуп ловит. Вот, ребят, единственный минус тонировки, потому что когда снимаешь такие вот моменты, смотри, опа, а там-то светло. Давай ниже, хочу, чтобы больше света было. Как в песенке появится? Салям алейкум, оп, салям алейкум. Давай, закрываем. Ну и, конечно же, мы же замеряли это все втроем, то есть 2 оператора и я, то есть можете там скинуть спокойно 1,5 секунды по разгону. Получите уже конкретные, примерные данные. Я думаю, что этот автомобиль едет, дай бог, чтобы по 11,5 секунд.
при вот таком правильном переключении, то есть мы не насилуем коробку, мы там сходу не делаем, то есть выводим на нейтраль. Вот это правильное переключение считается для этого тросиковой коробки, ну и вообще для АвтоВАЗа, потому что когда ты с первой на вторую делаешь, ты прямой ход делаешь, синхронизатор не успевает там отрабатывать, и это все нахер через несколько там месяцев у тебя наказывать, если ты будешь постоянно не шлепать, вжаривать первая с буксом, вторая с хрустом, третья для кайфа. А на этом, ребят, спасибо, подписывайтесь на канал, ставим лайки и огромный респект владельцу этого автомобиля за такое чумовое видео.